Всем привет, с вами Тони Керт. Сегодня мы погрузимся в мрачный мир Little Nightmares, серии игр, которая не пытается напугать вас скримерами или монстрами под кроватью. Здесь сама кровать и есть монстр. Мы разберем историю создания, символизм, скрытые смыслы и то, почему эта серия стала настоящим феноменом в игровой индустрии. В 2004 году в шведском городе Мальме появилась Tarsier Studios. Как и многие другие инди-разработчики, они начинали с контрактных проектов, и первым серьезным опытом стало сотрудничество с Media Molecule над Little Big Planet. Казалось бы, что общего между милым платформером с тряпичным человеком и мрачным хоррором? Но именно эта работа дала студии бесценный опыт создания атмосферных миров и физических головоломок. Работа над Little Big Planet научила Tarsier Studios важному принципу. Игровая механика должна быть интуитивно понятной, взаимодействие с миром тактильным и отзывчивым. Этот опыт позже отразился в Little Nightmares, где каждое движение, каждое взаимодействие с окружением ощущается физически реальным, что усиливает погружение и страх. В 2012 году, параллельно с работами над контрактными проектами, Tarsiers представили концепт игры под названием Hunger, проект, который позже превратился в Little Nightmares. Изначально это был экспериментальный проект, созданный небольшой командой внутри студии, которая хотела попробовать что-то новое, выйти за рамки привычного. Разработчики черпали вдохновение из разных источников. Детские страхи – основа концепции. Вспомните себя в детстве, как выглядел мир с вашей высоты. Взрослые казались великанами, мебель огромной, а темнота скрывала неведомые угрозы. Именно это ощущение беззащитности перед огромным, непонятным миром и легло в основу игры. Сказки братьев Гримм с их мрачной атмосферой и жестокими сюжетами также оказали влияние. В оригинальных версиях этих сказок дети часто сталкивались с настоящими ужасами. Их пытались съесть, заколдовать, превратить в животных. Little Nightmares продолжает эту традицию, показывая детские страхи без смягчения и цензуры. Работа Тима Бёртона с их готической эстетикой и искаженными пропорциями, фильмы Яна Швангмайера с сюрреалистическими образами и анимацией. Все это сформировало визуальный язык игры. Разработчики стремились создать мир, где игрок будет чувствовать себя маленьким и беззащитным перед лицом огромных непонятных угроз. Визуальный стиль игры формировался под сильным влиянием студии Ghibli, особенно унесенными призраками. Если вы смотрели этот фильм, то наверняка заметили параллели. Огромные помещения, непропорционально большие предметы, ощущение, что ты крошечное существо в мире, созданном для великанов. Чрево – мрачное судно, где происходит действие игры. Во многом напоминает баню из унесенных призраками, где невидимые силы управляют происходящим и диктуют свои правила. Как и в фильме Миядзаки, в Little Nightmares мы видим мир глазами ребенка, который пытается понять правила взрослого мира и выжить в нем. Но если в работах Гибли часто присутствует надежда и красота, даже в самых мрачных сценах, то мир Little Nightmares лишен этого света. Здесь все подчинено логике кошмара, где красота искажена, а надежда – лишь мимолетная иллюзия перед следующим испытанием. Технически игра использует стилизованную графику с акцентом на освещение и тени. Свет в Little Nightmares – это не просто элемент дизайна, это инструмент повествования. Тусклый свет свечи, мерцающие лампы, проблески дневного света – все это создает контраст с окружающей тьмой и подчеркивает уязвимость главной героини. В 2014 году Tarsier Studios начала поиск издателя. Представьте ситуацию. Вы приходите к издателю и говорите: у нас есть идея игры, где маленькая девочка в желтом дождевике бродит по гигантскому кораблю, населенными монстрами, которые хотят ее съесть. Неудивительно, что многие крупные компании просто крутили пальцем у виска. Индустрия в то время была ориентирована на экшен-игры с высоким бюджетом, открытыми мирами и кинематографическими сценами. Атмосферный хоррор с маленькой девочкой в главной роли казался рискованным проектом, но Tarsiers верили в свою идею и продолжали искать партнера, который разделил бы их видение. В 2015 году Bandai Namco, известная такими хитами как Taken, Dark Souls и Pac-Man, решил рискнуть. Возможно, сказался опыт работы с From Software, они уже знали, что игры, заставляющие игроков страдать, могут быть очень успешными. Или, возможно, они увидели в Little Nightmares потенциал для создания новой интеллектуальной собственности, которая могла бы выделиться на фоне однотипных AAA проектов. Bandai Namco предоставила студии необходимые ресурсы для завершения разработки и выхода игры на международный рынок. Это включало не только финансирование, но и маркетинговую поддержку,
доступ к тестированию и консультации по техническим вопросам. Благодаря этому партнерству Little Nightmares смогла сохранить свое уникальное видение, но при этом получить качество, достойного крупного релиза. Little Nightmares была разработана на движке Unreal Engine 4, что позволило небольшой студии создать визуально впечатляющий проект. Выбор движка был обусловлен его гибкостью и мощными инструментами для работы с освещением и физикой, ключевыми элементами игрового процесса. Особое внимание было уделено анимации. Движения шестой неуклюжие и детские, что подчеркивает ее уязвимость. Когда она бежит, то слегка спотыкается. Когда прыгает, не всегда точно рассчитывает расстояние. Эти мелкие детали создают ощущение, что вы управляете не супергероем, а обычным ребенком, оказавшимся в ужасной ситуации. Звуковой дизайн игры заслуживает отдельного упоминания. В мире, где нет диалогов, звук становится основным инструментом повествования. Скрип половиц, капающая вода, тяжелое дыхание монстров – все это создает атмосферу постоянного напряжения. Музыка используется скупо, появляясь только в ключевые моменты, что делает ее воздействие еще сильнее. Little Nightmares рассказывают историю без единого слова. Здесь нет диалогов, нет текстовых подсказок, где злодей объяснял бы свой коварный план. Все повествование строится через окружение, детали и символы. Это возвращает нас к истокам визуального повествования, когда история передавалась через образы, а не слова. Такой подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, он универсален. Игра одинаково понятна игрокам из любой страны, независимо от языка. Во-вторых, он оставляет простор для интерпретации. Каждый игрок может найти в этой истории что-то свое. В-третьих, он усиливает погружение. Нет ничего, что выдергивало бы вас из мира игры, напоминая, что это всего лишь вымысел. Но главное, этот подход идеально соответствует теме игры. Дети часто не понимают мир взрослых. Его правила кажутся им странными и пугающими. Отсутствие объяснений в Little Nightmares погружает игрока именно в такое состояние. Вы не понимаете, что происходит, и можете полагаться только на свои инстинкты и наблюдения. Мы играем за шестую, маленькую девочку в желтом дождевике, которая просыпается в чемодане на нижней палубе гигантского судна под названием Чрево. Ее цель проста – выбраться, но по пути она встречает различных монстров, каждый из них несет в себе глубокий символический смысл. Почему ее зовут шестая? Это может быть отсылкой к шестому чувству интуиции, который помогает ей выжить. Или к шестому дню творения, когда был создан человек. Или, возможно, она шестая из детей, пытающихся сбежать из чрева, и все предыдущие попытки закончились неудачей. Желтый дождевик шестой – единственное яркое пятно в мрачном мире игры. Он выделяет ее, делает заметной, что противоречит логике выживания. Возможно, это символ ее непокорности, отказа сливаться с окружением и становиться частью этого кошмара. Или напротив, признак того, что она уже отмечена, выбрана для особой роли в этом мире. По мере прохождения игры мы замечаем, что с шестой что-то не так. У нее периодически случаются приступы голода, и то, что она ест, становится все более проблематичным. Сначала это хлеб, потом живые существа, а в конце – сама леди. Это прогрессирующий аппетит символизирует необратимые изменения, жадность и утрату невинности. Это поднимает ключевой вопрос: была ли шестая жертвой или же сама становилась монстром? Ее трансформация не просто физическая, она становится частью этого цикла, вбирая в себя силу, но и теряя что-то человеческое. В конце игры, когда шестая наконец покидает чрево, мы видим, как ее тень меняется, намекая на то, что она унесла с собой часть этого кошмара. Гости – безликие и жирные существа, которые только и делают, что поглощают все подряд. Это прямая аллюзия на общество потребления, на людей, которые слепо следуют за своими желаниями, не задумываясь о последствиях. Их ненасытность подчеркивает бесконечный цикл, который в конечном счете поглощает и самих потребителей. Физически гости отвратительны, их тела деформированы от обжорства, лица скрыты под масками, движения неуклюжие и тяжелые. Они не разговаривают с друг другом, не взаимодействуют иначе, кроме как через еду. Это существа, утратившие все человеческое, кроме самых базовых инстинктов.
Сцена пиршества гостей – одна из самых запоминающихся в игре. Они набрасываются на еду с животной жадностью, не обращая внимания на маленькую девочку, пробирающуюся между их ног. Для них она не существует, или, возможно, просто еще не стала едой. Эта сцена показывает, насколько они слепы ко всему, что не связано с их аппетитом. Интересно, что в конце игры шестая сама становится похожей на гостей. Ее голод превращается в ненасытную жажду, которая заставляет ее поглощать все на своем пути. Это замыкает круг, показывая, как жертва может стать хищником, как угнетенный может превратиться в угнетателя, если получит власть. Длиннорукий хозяин – жуткий слепой монстр с непропорционально длинными руками. Он не видит, но прекрасно слышит. Его руки могут дотянуться практически до любого уголка чрева. Это символ тотального контроля и надзора, системы, подавляющей личность. Его присутствие создает атмосферу постоянного наблюдения, как если бы каждый шаг шестой отслеживался невидимой силой. Слепота хозяина символична. Он не видит индивидуальности, не различает лиц. Для него все дети одинаковы. Все они лишь потенциальные нарушители порядка, которых нужно поймать и наказать. Его длинные руки – метафора бюрократической системы, которая может дотянуться до каждого, даже в самых отдаленных уголках общества. Сцены погони с хозяином – одни из самых напряженных в игре. Игрок должен двигаться тихо, избегать любого шума, который может привлечь внимание монстра. Это создает ощущение постоянного страха, необходимости подавлять себя, свои естественные желания и импульсы, чтобы выжить в системе, которая не терпит индивидуальности. Интересно, что хозяин при всей своей власти сам является пленником чрева. Он никогда не покидает свои территории, выполняя одну и ту же функцию снова и снова. Это показывает, как система контроля порабощает не только тех, кого контролируют, но и тех, кто осуществляет этот контроль. Уродливые близнецы, которые готовят пищу для гостей. Их кухня – это настоящий ад, полный разделанных туш неизвестного происхождения. Они символизируют жестокость пищевой индустрии и массового производства, бездушное обращение с ресурсами ради удовлетворения ненасытного аппетита гостей. Их кожа бледная и дряблая, лица деформированы, движения механические и повторяющиеся. Они работают в идеальной синхронности, как части одного механизма, что подчеркивает их обезличенность. Кухня – это место трансформации, где живое превращается в продукт потребления. Здесь мы видим, как работает машина изнутри, какой ценой достигается удовлетворение аппетитов гостей. Это заставляет задуматься о реальной стоимости нашего комфорта и удовольствий, о тех невидимых процессах, которые обеспечивают наше благополучие. Интересно, что повара не проявляют особой агрессии к шестой. Они просто пытаются поймать ее, как любой другой ингредиент для своих блюд. Для них она не враг, не нарушитель, просто еще один ресурс, который нужно переработать. Это делает их еще более пугающими, чем если бы они испытывали личную ненависть. Леди. Главный антагонист игры. Загадочная женщина в маске, которая управляет всем чревом. Она боится своего отражения и скрывает истинное лицо. Леди воплощает страх перед взрослением и искаженное представление о красоте. В ее особняке царит холодная, стерильная атмосфера, лишенная жизни, будто она пытается законсервировать себя в идеальном облике. Маска леди – это не просто способ скрыть лицо. Это символ фальшивой идентичности, которую мы создаем для внешнего мира. Под маской скрывается настоящее лицо, искаженное и уродливое, но именно оно является подлинным. Это отражает дуализм нашей природы, стремление казаться лучше, чем мы есть, и страх перед тем, что другие увидят нашу истинную сущность. Особняк леди полон зеркал, но она избегает смотреть в них. Когда шестая разбивает одно из зеркал, это ослабляет леди, делает ее уязвимой. Это показывает, как отрицание реальности, отказ взглянуть правде в глаза может быть источником силы, но в то же время фундаментальной слабостью. Финальная встреча с леди – кульминация игры. Шестая, измученная голодом, пожирает леди, поглощая ее силу. Этот акт каннибализма символизирует окончательную трансформацию шестой, ее превращение из жертвы в хищника. Она побеждает монстра, но ценой становится ее собственная человечность. Гигантское судно, где происходит действие игры. Это не просто локация,
это метафора общества в целом. Его название «the mouth» в оригинале, что переводится как «пасть», «утроба», уже содержит в себе двойной смысл. Это и место поглощения, и место рождения. Структура чрева отражает социальную иерархию. На нижних палубах находятся самые бесправные – дети, используемые как ресурс. Выше рабочие, такие как повара, которые обслуживают систему. Еще выше гости, потребители, ради которых все и функционирует. И на самом верху – леди, олицетворение власти и контроля. Чрево постоянно движется, но мы никогда не видим его пункта назначения. Это отражает бессмысленность системы, которая существует ради самого существования, потребляет ради потребления, без какой-либо высшей цели или смысла. Интересно, что чрево изолировано от внешнего мира. Мы видим только океан вокруг. Это может символизировать замкнутость системы, ее самодостаточность и невозможность побега. Даже когда шестая покидает чрево в конце игры, мы не знаем, что ждет ее за пределами. Little Nightmares 2 еще глубже погружает нас в тревожную атмосферу и расширяет границы мрачного мира. На этот раз мы играем за Мона, мальчика с бумажным пакетом на голове, чья судьба оказывается тесно связанной с судьбой шестой. Их совместное путешествие раскрывает еще больше тайн, делая мир Little Nightmares более пугающим и необъятным. Имя Мона может иметь несколько значений. Это может быть сокращение от монохромной, что отражает черно-белую эстетику телевизионной башни, ключевой локации игры, или от монолитной, намекая на его роль как единственную константу в цикличном мире игры, или от монотонной, подчеркивая повторяющуюся природу его судьбы. Бумажный пакет на голове Мона – интересная деталь. С одной стороны, это маска, скрывающая личность, как и у многих персонажей в этом мире. С другой, это самодельная маска, созданная из подручных материалов, что подчеркивает его детскую природу и отличает от монстров с изысканными, но пугающими масками. В отличие от шестой, Мона обладает особой способностью. Он может взаимодействовать с телевизорами, проникая через них в другие места. Эта связь с медиа становится центральной темой второй части и раскрывает его истинную природу. Центральную роль во второй части играет телевизионная башня. Загадочное место, излучающее странный сигнал, который зомбирует людей, превращая их в безвольных существ, прикованных к экрану. Этот элемент сюжета поднимает важную тему – влияние медиа на общество, манипуляцию сознанием и потерю индивидуальности в цифровом мире. Телевизор становится символом контроля, заполняя пустоту сознания бесконечным потоком информации. Жители бледного города, где происходит действие игры, показаны как безликие фигуры, сидящие перед экранами в трансе. Они не реагируют на окружающий мир, полностью поглощены тем, что показывает им телевизор. Это прямая метафора современного общества, где цифровые медиа формируют наше восприятие реальности, часто заменяя собой реальный опыт. Телевизионная башня – это не просто здание, это центр власти, источник сигнала, который контролирует массы. Ее архитектура, высокая, изолированная и недоступная, подчеркивает отчужденность власти от тех, кем она управляет. Внутри башни мы обнаруживаем, что за всем стоит тонкий человек, искаженная, вытянутая фигура, которая, как выясняется, является будущей версией самого Мона. Эта связь между Моной и тонким человеком создает временную петлю, цикл, который невозможно разорвать. Мона становится тем, от кого пытается спастись, что поднимает вопросы о предопределенности судьбы и возможности изменить свое будущее. Новые противники Little Nightmares 2 также несут в себе глубокий символический смысл, расширяя тематику игры и добавляя в нее новые слои интерпретации. Учительница с неестественно удлиняющейся шеей символизирует строгую систему образования, которая подавляет учеников, требуя безоговорочного подчинения. Ее длинная шея позволяет ей видеть все, что происходит в классе, создавая атмосферу постоянного надзора. Ученики в ее школе буквально лишены лиц, превращены в одинаковые фарфоровые маски. Метафора того, как система образования может стирать индивидуальность, превращая детей в однородную массу. Охотник со своим ружьем воплощает страх перед слепой жестокостью, преследующей любого, кто не вписывается в систему. Его дом в лесу полон чучел животных и людей. Он буквально превращает живых существ в неподвижные объекты, лишая их жизни. Это отражает процесс объективации, когда живые существа рассматриваются лишь как ресурсы
или трофеи. Доктор, управляющий жуткими пациентами, отражает искажения медицины, где вместо помощи важнее абсолютный контроль над телами. Его больница — это место не исцеления, а трансформации, где люди превращаются в послушные искаженные создания. Это поднимает вопрос о границах медицинского вмешательства, о том, когда лечение превращается в контроль, а забота — в насилие. Зрители — искаженные фигуры, которые преследуют Мона и Шестую в финальных главах игры. Они символизируют массовую аудиторию потребителей медиа, которые слепо следуют за тем, что им показывают. Их движения неестественны, как будто ими управляют извне, что подчеркивает тему манипуляции сознанием через медиа. Но самый шокирующий момент игры — ее финал. Оказывается, что Мона и является настоящим антагонистом, тонким человеком, существом, которое мы видим на протяжении всей игры. Эта трагическая временная петля показывает, что герой, стремившийся к свободе, в итоге становится тем, от кого пытался убежать. Его предает Шестая, та самая девочка, которую мы спасли в первой части. Когда Мона и Шестая пытаются сбежать из разрушающейся телевизионной башни, Мона протягивает руку Шестой, но в последний момент она отпускает его руку, позволяя ему упасть. Этот момент предательства становится поворотным в истории, замыкая временную петлю. Почему Шестая предает Мона? Возможно, она видит в нем будущего тонкого человека и пытается предотвратить его появление. Или, может быть, она уже трансформировалась после событий первой игры, став более эгоистичной и жестокой. Или это просто инстинкт выживания в мире Little Nightmares. Каждый сам за себя. После падения Мона остается один, в разрушающейся башне. Со временем его горе и одиночество трансформируют его, искажая его тело и разум, превращая в тонкого человека. Он создает вокруг себя новую башню, и цикл начинается сначала. Little Nightmares 2, несмотря на то, что является приквелом к первой игре, значительно расширяет вселенную и углубляет ее мифологию. Теперь мы видим, что чрево — не единственное место, где происходят ужасы. Бледный город с его искаженными жителями, школа с фарфоровыми детьми, больница с изуродованными пациентами — все это части одного мрачного мира. Связующим элементом между играми становится Шестая. В конце Little Nightmares 2 мы видим, как она оказывается на чреве, что напрямую связывает события двух игр. Но теперь мы знаем о ней больше, о ее способности к предательству и о трансформации из обычной девочки в нечто более темное. Интересно, что обе игры заканчиваются побегом главного героя из места заключения, но с разными последствиями. Шестая покидает чрево, но уносит с собой тьму, которая теперь является частью ее самой. Мона остается в башне, трансформируясь в тонкого человека и становясь частью цикла. Это создает интересный контраст между двумя протагонистами и их судьбами. Единая вселенная Little Nightmares поднимает множество вопросов. Кто создал этот мир? Есть ли в нем место, свободное от ужаса? Возможно ли разорвать цикл насилия? Эти вопросы остаются без ответа, создавая пространство для интерпретации и теорий фанатов. Вселенная Little Nightmares оказалась куда более многогранной, чем могли представить игроки. Помимо основной серии, были выпущены дополнительные материалы, позволяющие заглянуть в глубины этого кошмарного мира. Дополнения к первой части Secret of the Math позволили взглянуть на мир с иной перспективы. Игрокам предстояло управлять мальчиком-беглецом, который пытается сбежать из чрева. Это расширяет наше понимание мира, показывая, что Шестая не единственный ребенок, пытающийся выжить в этом кошмаре. Первая DLC «Глубины» показывает нижние уровни чрева, затопленной водой. Здесь беглец сталкивается с новым монстром, хранительницей, длинноволосой женщиной, которая охотится в воде. Ее длинные волосы напоминают водоросли, а способность быстро перемещаться в воде делает ее особенно опасной. Хранительница символизирует страх перед утоплением, перед темными глубинами, где может скрываться неведомый. Второе DLC «Убежище» переносит нас в библиотеку чрева, где обитает библиотекарь, жуткий персонаж, скрывающийся в тенях и выискивающий жертву по запаху. Библиотека — это место знаний, но в мире Little Nightmares знания не приносят освобождения, а лишь углубляют в ужас. Библиотека символизирует искаженное стремление к знаниям, которое превращается в одержимость и контроль. Третья DLC «Бункер» открывает новые аспекты вселенной. Здесь мы видим, как дети используются в качестве топлива для машин чрева, буквально сжигаются, чтобы поддержать ее функционирование. Это самая прямая метафора эксплуатации в игре, показывающая, как система потребляет самых уязвимых,
чтобы поддержать свое существование. Вселенная Little Nightmares также была расширена серией комиксов, которые позволили поклонникам заглянуть за границы знакомых локаций. Они рассказывают историю других детей, оказавшихся в этом кошмарном мире, и их попыток избежать ужасающей судьбы. Комиксы исследуют различные аспекты мира Little Nightmares, которые не были показаны в играх. Мы видим новые локации, новых монстров, новых детей, каждый со своей историей и со своими страхами. Это создает ощущение, что мир игры гораздо больше и сложнее, чем мы могли представить, играя только в основные части. Особенно интересны комиксы, рассказывающие о прошлом шестой и о том, как она оказалась на чреве. Мы узнаем, что до событий игры она жила в другом месте, возможно в бледном городе, и что ее путь к чреву был долгим и трудным. Это добавляет глубины ее персонажу, показывая, что ее трансформация началась задолго до событий первой игры. Комиксы также вводят новых антагонистов, таких как фермер. Жуткий персонаж, который выращивает детей как растения, буквально сажая их в землю и ухаживая за ними, пока они не созреют. Отсутствие прямых объяснений в играх Little Nightmares привело к появлению множества фанатских теорий, пытающихся объяснить происходящее. Эти теории варьируются от относительно простых до крайне сложных и метафорических, но все они добавляют новые слои интерпретации и без того к богатому миру игры. Одна из самых популярных теорий предполагает, что весь мир Little Nightmares — это метафора взросления, перехода из детства во взрослую жизнь. Монстры представляют различные аспекты взрослого мира, которые кажутся пугающими и непонятными ребенку. Работа — повара, образование — учительница, медицина — доктор, власть — леди. Шестая Мона в этой интерпретации — это дети, пытающиеся понять и выжить в мире, который не был создан для них. Другая теория предполагает, что мир игры — это чистилище или ад, где дети искупают какие-то грехи или проходят испытания. Эта теория подкрепляется религиозной символикой, присутствующей в игре. Обряды жертвоприношения, искупления, падения и возрождения. В этой интерпретации шестая Мона — это души, пытающиеся найти выход из цикла страданий. Есть также теория, предполагающая, что весь мир игры — это сон или кошмар одного из персонажей. Это объяснило бы сюрреалистическую природу происходящего, искаженные пропорции и нелогичные переходы между локациями. В этой интерпретации игра исследует подсознание ребенка, его страхи и желания. Независимо от того, какая теория кажется наиболее убедительной, все они добавляют глубины и сложности миру Little Nightmares, делая его еще более интригующим и запоминающимся. В 2023 году Bandai Namco анонсировал разработку третьей части серии Little Nightmares, что вызвало волну энтузиазма среди фанатов. Хотя конкретных деталей о сюжете и геймплее пока мало, сам факт продолжения серии говорит о ее успехе и популярности. Интересно, что разработкой третьей части занимается не Terceira Studios, а Supermassive Games, известная по серии The Dark Pictures Anthology. Это связано с тем, что в 2019 году Terceira Studios была приобретена Embrace Group, и права на интеллектуальную собственность Little Nightmares остались у Bandai Namco. Это вызывает вопросы о том, сохранит ли серия свою уникальную атмосферу и стиль под руководством новой студии. Тем не менее, анонс третьей части открывает множество возможностей для расширения вселенной. Будет ли это продолжение истории шестой, или возможно мы увидим новых персонажей в новых локациях? Будет ли игра исследовать новые темы и углублять уже существующие? Эти вопросы пока остаются без ответа, но они создают атмосферу ожидания и интереса вокруг будущей серии. Независимо от того, каким будет продолжение, сам факт его существования подтверждает, что мир Little Nightmares еще далек от завершения, и что его кошмары продолжат преследовать игроков еще долгое время. Звуковой дизайн Little Nightmares — это отдельное произведение искусства, которое вносит огромный вклад в создание атмосферы игры. В мире, где нет диалогов, звук становится основным инструментом повествования, передавая эмоции, создавая напряжение и подсказывая игроку, что происходит вокруг. Амбиентные звуки чрева и других локаций создают ощущение живого, дышащего мира. Скрип половиц, капающая вода, гудение машин, шум ветра — все это формирует звуковой ландшафт, который погружает игрока в атмосферу и делает мир более реальным и осязаемым. Звуки монстров особенно важны для создания атмосферы страха. Тяжелое дыхание хозяйки,
чавканье гостей, шарканье повара. Эти звуки не только предупреждают игрока об опасности, но и характеризуют монстров, делая их более живыми и пугающими. Особенно эффективно это работает в сценах, где монстр не виден, но слышен, что заставляет воображение игрока рисовать самые страшные картины. Музыка в Little Nightmares используется скупо, но эффективно. Композитор Тобиас Лия создал саундтрек, который балансирует между детской музыкальной шкатулкой и зловещими диссонансами. Музыка появляется в ключевые моменты игры, во время погонь, важных открытий, эмоциональных сцен, усиливая их воздействие и подчеркивая их значимость. Особенно запоминается музыкальная тема шестой, простая, но пронзительная мелодия, которая сопровождает ее путешествие. Эта тема эволюционирует на протяжении игры, отражая трансформацию самой шестой, становясь более темной и сложной к финалу. Геймплей Little Nightmares на первый взгляд прост. Это 2,5D платформер с элементами головоломок и стелса. Но в контексте повествования каждый элемент геймплея приобретает дополнительный смысл, становясь частью истории. Механика прятания и скрытного передвижения не просто геймплейный элемент, это отражение беспомощности главных героев перед лицом монстров. В отличие от многих игр, где игрок становится все сильнее с прогрессом, в Little Nightmares 6 и Mono остаются уязвимыми до самого конца. Это создает постоянное напряжение и подчеркивает тему выживания слабого в мире сильных. Головоломки в игре ограниченно вплетены в окружение и повествование. Они не кажутся искусственными препятствиями, а логично вытекают из ситуации и окружения. Например, чтобы добраться до высокой полки, шестой нужно передвинуть стул или забраться на ящик. Это то, что сделал бы реальный ребенок в такой ситуации. Это создает ощущение реализма и погружения, несмотря на сюрреалистическую природу мира игры. Интересно, что во второй части появляется элемент кооперации. Моно и шестая должны работать вместе, чтобы преодолевать препятствия. Это не только добавляет новый слой геймплея, но и развивает отношения между персонажами, делая финальное предательство еще более шокирующим и эмоциональным. Еще один важный аспект геймплея — исследование. Хотя игра в целом линейная, в ней есть множество секретов и деталей, которые можно обнаружить, если внимательно исследовать окружение. Это поощряет любопытство игрока и вознаграждает его дополнительными элементами лора и атмосферы. Little Nightmares оказала значительное влияние на игровую индустрию, особенно на инди-сцену и жанр хоррора. И успех показал, что игры с уникальным визуальным стилем, атмосферным повествованием и минималистичным подходом к геймплею могут найти свою аудиторию и коммерческий успех. После выхода Little Nightmares появилось множество игр, вдохновленных ее эстетикой и подходу к повествованию. Такие игры, как Inside, Limbo, Stray, Dark You и многие другие в той или иной степени несут в себе влияние Little Nightmares, продолжая традицию атмосферных 2,5D платформеров с элементами хоррора и минималистичным повествованием. Особенно заметно влияние Little Nightmares на подход к созданию атмосферы страха. Игра показала, что хоррор может быть эффективным без скримеров и графического насилия, что настоящий страх рождается из атмосферы, неизвестности и психологического напряжения. Это повлияло на многие последующие хоррор-игры, которые стали больше внимания уделять атмосфере и психологическим аспектам страха. Наследие Little Nightmares выходит за рамки игровой индустрии. Игра вдохновила множество фанатских работ, арты, комиксы, анимации, косплей и музыкальные композиции. Это свидетельствует о том, насколько глубоко игра затронула своих поклонников, насколько сильное эмоциональное воздействие она оказала. Кроме того, Little Nightmares стала примером того, как видеоигры могут быть формой искусства, способной исследовать сложные темы и вызывать глубокие эмоции. Ее анализируют критики, изучают в академических кругах. Они пишут эссе и статьи. Это показывает, что видеоигры могут быть не просто развлечением, но и серьезным медиумом для художественного выражения и исследования человеческого опыта. Одна из центральных тем Little Nightmares — детские страхи и процесс взросления. Игра исследует, как дети воспринимают взрослый мир, его правила и фигуры власти, и как этот мир может казаться пугающим и непонятным. Шестая и Моно — это дети, брошенные в мир, который не был создан для них. Все вокруг слишком большое, слишком сложное, слишком опасное.
Это отражает опыт реального ребенка, который впервые сталкивается с взрослым миром и его правилами, которые часто кажутся произвольными и жестокими. Монстров в игре можно интерпретировать как искаженные версии взрослых фигур, с которыми сталкивается ребенок. Учителя, врачи, повара, родители. Эти фигуры, которые должны защищать и заботиться, восприятие ребенка могут трансформироваться в источники страха и угрозы, особенно если они злоупотребляют своей властью или не объясняют свои действия. Процесс взросления в Little Nightmares показан как трансформация, которая не всегда позитивна. Шестая, по мере прохождения игры, становится все более жестокой и эгоистичной, что кульминирует в ее предательстве. Мона — это может быть интерпретировано как потеря невинности, как неизбежное изменение, которое происходит, когда ребенок адаптируется к жестокому миру, принимая его правила и становясь частью системы, которую когда-то боялся. Тема цикличности и неизбежности пронизывает обе игры серии Little Nightmares. Мир игры функционирует по циклическому принципу, где события повторяются, а персонажи обречены играть свои роли снова и снова. Самый явный пример этого — судьба Мона, который становится тонким человеком и создает телевизионную башню, а затем встречает новую версию себя, которая пытается уничтожить башню, только чтобы в итоге стать новым тонким человеком. Это замкнутый круг, временная петля, из которой, кажется, нет выхода. Но цикличность проявляется и в других аспектах игры. Чрево постоянно движется, но никуда не прибывает. Постоянно потребляет, но никогда не насыщается. Гости едят, но никогда не наедаются. Повара готовят, но никогда не заканчивают. Это создает ощущение бессмысленности, бесконечного повторения без прогресса или цели. Это можно описать одной цитатой персонажа из другой игры. Безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на другой результат. Тема потребления и трансформации также играет центральную роль в Little Nightmares. Игра исследует, как акт потребления еды, медиа, других существ может трансформировать потребителя, изменяя его сущность и идентичность. Гости на чреве — самый очевидный пример этого. Они потребляют без остановки, и это потребление трансформировало их в безликих, бесформенных существ, лишенных индивидуальности и человечности. Они стали тем, что потребляют, бесконечной пустотой, которую невозможно заполнить. Шестая также проходит через трансформацию, связанную с потреблением. Ее голод становится все более интенсивным, и то, что она ест, становится все более проблематичным. В конце первой игры она поедает леди, поглощая ее силу и, возможно, часть ее сущности. Это трансформирует шестую, делая ее более темной и могущественной, но также, возможно, менее человечной. В Little Nightmares 2 тема потребления расширяется на потребление медиа. Жители бледного города потребляют телевизионный сигнал. Это трансформирует их в безликих зрителей, лишенных индивидуальности и воли. Они становятся продолжением телевизора, его физическим воплощением, теряя свою собственную идентичность. Эта тема поднимает вопрос, что происходит с нами, когда мы потребляем. Как то, что мы едим, смотрим, читаем, слушаем, изменяет нас. И есть ли способ потреблять, не теряя себя, не становясь тем, что мы потребляем? Little Nightmares — это не просто игра, это настоящее путешествие в подсознание, которое остается с игроками надолго. Она пугает не банальными скримерами, а глубоко проработанной атмосферой тревоги и неизвестности. Здесь каждый шорох, каждый силуэт в тени играет свою роль, создавая ощущение постоянной угрозы и одиночества. Успех Little Nightmares можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, ее уникальный визуальный стиль, который сразу выделяет игру среди множества других. Искаженные пропорции, мрачная палитра, детализированное окружение. Все это создает незабываемый образ, который остается в памяти даже после завершения игры. Во-вторых, ее подход к повествованию. Отсутствие диалогов и прямых объяснений создает пространство для интерпретации, позволяя каждому игроку найти в этой истории что-то свое. Это делает игру более личной, более значимой для каждого, кто в нее играет. В-третьих, ее тематическая глубина. Little Nightmares затрагивает универсальные темы. Детские страхи, власть и контроль, потребление и трансформация, которые резонируют с опытом многих людей. Это делает игру не просто развлечением, но и поводом для размышления, для исследования собственных страхов и опыта. И, наконец, ее геймплей.
который, несмотря на свою простоту, создает постоянное напряжение и вовлеченность. Каждое препятствие, каждая головоломка, каждая погоня — это не просто игровой элемент, но и часть повествования, часть эмоционального опыта игры. Эта серия игр исследует темные стороны человеческой природы, нашу способность к жестокости, нашу жажду контроля и наш ненасытный аппетит. Но она также показывает нашу способность к сопротивлению, выживанию и к сохранению искры человечности, даже в самых темных условиях. В мире, где все больше контента создается для мгновенного насыщения, Little Nightmares выделяется как опыт, который остается с вами, который заставляет вас думать и чувствовать долго после того, как вы выключили игру. Это не просто развлечение, это искусство, которое использует уникальные возможности интерактивного медиа, чтобы исследовать то, что значит быть человеком в мире, который часто кажется бесчеловечным. Возможно, в этом и заключается настоящее наследие Little Nightmares. В ее способности показать, что видеоигры могут быть не просто развлечением, но и зеркалом, которое отражает наши самые глубокие страхи, желания и надежды, заставляя нас задуматься о том, кто мы есть и кем мы можем стать. В комментариях расскажите, какая часть Little Nightmares вам понравилась больше и какую игру вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. А также буду не против послушать ваши замечания и пожелания или советы по ролику, звуку и сценарию. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться.